Доброе утро начинается с арбуза. Члены семьи тут с нами вместе едят. Вкусный. Вкусный. Вчера слушала одну женщину, она, видимо, финансовый эксперт или кто-то такой. И вот она учила зарабатывать на сложном проценте. И, допустим, там начала разговора нет, но, видимо, она до этого разговаривала с какой-то девушкой, и она приводит пример, что этой девушке, у нее нет лишних денег, откуда она будет брать, чтобы их откладывать под сложный процент этот. Она говорит, ну ты вот кофе, например, пьешь? Она говорит, ну да. Ну вот сколько в день у тебя? Каждый день. А вот сколько вот ты на кофе тратишь? Она говорит, ну 380 рублей. Ну давай будем считать 500. Ну давай будем считать 500. Хорошо. А сколько ты можешь в месяц сэкономить на этом деле? 15 тысяч. Хорошо, давай сделаем 20 тысяч. Давай. И все. И она и сделала расчет. Представляете, я ей делаю расчет под 10%, под 15%, под 20%, под 50%. И за 10 лет она заработает 10 миллионов. Представляете? Она уж прям удивилась, что, оказывается, так можно. Конечно, так можно. Но почему я не должна пить кофе? Я так понимаю, что ты можешь откладывать, когда у тебя закрыты базовые потребности. Давайте я не буду пить кофе, я не буду кушать мясо, я не буду ходить к парикмахеру, буду сама стричься. Давайте я во всем себе буду отказывать. Тогда я не за 10, за 5 лет накоплю эти деньги. Человек, который закрывает свои базовые потребности, и у него сверху еще остается какая-то сумма, тогда да, тогда ты можешь эту сумму отложить, инвестировать там или в банк под депозит. Но инфляция тоже сожрет эти деньги. А если ты еще в придачу будешь отказываться от всех своих удовольствий для того, чтобы эти денежки собрать, положить там, на них как бы накопить, да, через 10 лет эти 10 миллионов станут 1 миллионом каким-нибудь с нашей инфляцией, и все, это закроешь какую-нибудь дырку, и ты все эти 10 лет жил без всяких удовольствий, во всем себе отказывал. Это пипец какой-то. Фильм, помните, «Приходи на меня посмотреть»? Если кто не видел, посмотрите обязательно. И вот там бабулька у него спрашивает, у тебя есть машина? О, ты, наверное, во всем себе отказывал, всю жизнь копил. А он говорит, да, было время, когда, говорит, копил, когда во всем себе отказывал, но, к сожалению, скопить ничего не удавалось. Сейчас я просто прилично зарабатываю. Вот когда человек прилично зарабатывает, тогда да. Тогда можно откладывать, можно копить под сложный процент, что угодно, инвестировать куда-то можно. А если у тебя базовые потребности не закрыты, хорошо, можно сказать, ну кофе же вредно. Можешь же ты от него отказаться? Кофе вредно, сигареты вредно. Там вот откажись. И вот эти вот денежки откладывай. Хорошо, если я люблю фрукты. Если не люблю кофе, а люблю фрукты, значит, ты откажись от фруктов. Да? А если я, например, не хочу отказываться от удовольствий, тогда ты просто прилично зарабатывай, и тогда ты можешь отложить. И вот почему-то у всех вот этих финансовых экспертов, у них все нацелено на то, что в чем-то себе откажи в каком-то удовольствии и отложи это. Я так пробовала. Когда у тебя, допустим, доходы и расходы равны, да, ты не можешь как бы, сверху у тебя ничего не остается. При том, что еще бывают непредвиденные какие-то расходы, ты можешь даже вообще в минус уйти. И вот ты начинаешь копить по 10%, да, ты откладываешь по 10%. А потом у тебя раз какой-нибудь непредвиденный расход. И что, ты пойдешь в банки брать кредит? Или ты в свою копилочку залезешь? Ты в нее залезешь, где бы она у тебя спрятана ни была. По-любому залезешь. Вот. И вот. И просто я заметила, что все такие, как сказать, все эксперты, которые вот это вещают, у них уже у всех, видимо, я даже не знаю, у них у самих есть ли вот такая коробочка-копилочка. Ну, возможно, есть. Или они просто прилично зарабатывают. И вот это начинают советовать. А вот, допустим, в Германии была такая женщина Ингеборга Моц. Легендарная женщина. Она была всю жизнь домохозяйка, муж у нее был скряга страшенный. Он ей никогда денег не давал. Она отчитывалась буквально за все
За каждую марку она ему отчитывалась. Тогда марки были, еще не было этих евро. И вот она ему как-то сказала, ей надоело все, он ей: ты никчемная, что ты делаешь, ты никакая, ты не сяка, не такая. Она сказала: хорошо, я сейчас все брошу и буду зарабатывать на бирже. Он говорит: ты на бирже? Ха-ха-ха. Ну и все, как-то этот разговор произошел, забылся, и, видимо, ее муж, как-то она ему какую-то идейку-то подала. И когда он умирает, она начинает разбирать его вещи и находит акции какой-то компании на 17 тысяч евро. Евро или марок, не помню уже. И вот ее был начальный капитал, с которого она начала инвестировать. И она продает эти акции, начинает вкладываться в голубые фишки. Голубые фишки – это вот акции таких предприятий, как Coca-Cola, например, которые уже такие стабильные. Она начала, по-моему, вкладываться в немецкие банки. Там еще и дивиденды платят, и акции растут. И вот, значит, акции она внизу брала, они начинали расти, она наверху их продавала. И она говорила: это так легко, как вы не понимаете, это так легко. Но видите, вот у нее либо чуйка какая-то была, либо что. Ну вот ей реально легко было. Причем не было у нее ни компьютера. Она по телефону звонила брокеру, по газетке смотрела и говорила: купи мне вот эти акции, продай вот эти акции, купи вот эти, продай мне вот эти. И за 3 года она заработала 3 миллиона евро или марок, я не помню. А потом она своей племяннице и дом купила, значит, тоже помогла вот с этими акциями. Так легко, так легко. Но у человека был начальный капитал, с чего она начала. Представляете, вот она осталась одна на пенсии, там несчастные какие-то копейки у нее. Ну, хорошо, инвестировала бы она 5, ну, ладно, не 5, 100 евро. Инвестировала бы она 100 евро. У нее, видите, у нее не трейдинг, где ты можешь, допустим, там за день заработать. Но в трейдинг тоже не все пойдут, потому что вот я, например, пробовала, мне нельзя туда идти. Я азартная. Я все нахрен просру, если я вот пойду в трейдинг. Мне нужно быть инвестором, например. Для этого нужны деньги. Деньги, которые ты не забираешь у себя, свои удовольствия. Ты не забираешь у себя свои удовольствия. Ты просто, у тебя есть какой-то доход такой, ну, в смысле, лишние какие-то денежки, которые ты можешь себе позволить куда-то инвестировать. Вот. Но не удовольствия ты свои куда-то вкладываешь в долгий ящик, чтобы когда-то через 10 лет у тебя вот деньги, которые сожрала твоя инфляция, ты ими какую-нибудь дырку закрыл. И все. Понимаете? И без удовольствия остался. А может, ты умрешь через 2 года, и ты эти 2 года себе во всем отказываешь, чтобы чего-то накопить. Так что надо прилично зарабатывать. Вот так.